У нас начал троить мотор. На миллиончик упали, уже мы ближе. На ССЛВ продается Рено с эффектом двигателя. Неизвестно, как поведет себя двигатель. Чем мы будем прошивать эту тачку? Залейте керосин, и вопрос будет решен. Сейчас мы будем делать замер. Смотри, немножко падает. Итак, друзья, всем привет! Сегодня будет наш второй выпуск касательно нашего Renault Talisman. В прошлый раз мы потерпели фиаско, мы установили наш универсальный сажевый фильтр и ничего не поменялось. После этого ты делал тест-драйв. Да, и... я проехал порядка 50-60 километров и упало на 5,5 миллионов. Ого, нормально, это был результат. Поэтому мы продолжаем работать, и наши дорогие подписчики дали нам офигенную рекомендацию. Все как один кричали: залейте керосин, и вопрос будет решен. И по этой причине сегодня мы зальем волшебное средство под названием керосин и посмотрим, что же у нас получилось. Но прежде чем заливать керосин, у нас есть небольшая проблема. Расскажи, у что нас там? начал троить мотор. Что у нас? Накрылась форсунка. Ну, надо ее сейчас быстренько Да, мы поменять. ее сейчас поменяем. Сделаем, наверное, опять замеры и посмотрим, что будет. Да, кстати, после. глянем, может быть, вначале. форсунка Может нам быть, тоже форсунка что-то нам что-то давала. Короче, Если- сейчас мы загоняем тачку, Меняем форсунку и заливаем волшебное зелье. Будем Погнали. пробовать. Если ничего не получится, у нас останется керосин. Мы обольем Рено. И сожгем. Он горит очень хорошо. Очень хорошо. Наша Рено потерпела фиаско. Перед самым техосмотром у нас что-то произошло с форсункой. Сейчас мы подключаем диагностику, проверяем, какая форсунка у нас накрылась, ремонтируем или меняем. Определили, что у нас четвертая форсунка. Чтобы вы знали, четвертая форсунка у Рено это не как обычно первая, вторая, третья, четвертая, а с обратной стороны коробки первая, вторая, третья, четвертая находится здесь. Как-то так. Что мы делаем? Реставрируем форсунку, ставим обратно и делаем еще раз замеры, проверяем. У нас было 5 миллионов, посмотрим, сколько будет после ремонта форсунки. Друзья, эпопея с нашим Renault Talisman продолжается. Мы проверили форсунки, там одна форсунка негодная была. Вот нам сделали реставрацию, поставили, переписали новый код и будем замерять КПЛ, посмотрим, что изменился, не изменился. И мы пройдем техосмотр с этой машиной без единого единички. Смотрите дальше. Делаем фри-тест, посмотрим. Как холодно, а? Хочу лето. 2 миллиона, 3 миллиона, 3,8. Да, начало было хорошее. 4,5. Короче, у нас было 5,5. На миллиончик упали. Уже мы ближе к результату, ребята. Из 10 мы упали до 4,5. Идем дальше. Ой, бля. Все, блин, закрой, холодно. Сейчас мы заедем на заправку, заправимся свежего топлива. Пойдем заправляться. Глушим машину. Так, ну поехали.
Мы заправились. Заправили мне порядка 20 литров. Чтобы оно в баке было не больше 20 литров, мы будем заливать на 20 литров где-то 1 литр авиационного топлива, керосин так называемый. И прежде чем заливать керосин, мы решили немножко постраховаться. Мы программным путем немножко призакроем дроссель. Если вдруг что-то случится и мотор уйдет в разнос, по крайней мере, у него будет меньше количество времени потрачено, чтобы закрыться полностью. И мы будем тщательно следить за температурой выхлопных газов. Это самый главный показатель, потому что если мы будем видеть, что он перегревается, мы сразу глушим машину. Поехали. Ради вас. Даже не пахнет. Кстати, всем маленький лайфхак, как заливать правильно с канистр. Чтобы не было этого. Потом через 2 часа на ССЛВ продается Рено с эффектом двигателя. Решили постраховаться, неизвестно, как поведет себя двигатель, поэтому мы прикроем дроссельную заслонку. Обезопасимся. Вот тут немножко приподнимем. Мгм. Так. И вот так. Красиво получилось. Прекрасно, пускай вот так и остается. Ну все, супер. Итак, Умар, расскажи, чем мы будем прошивать эту тачку? Renault Талисман мы будем прошивать с флексом, с таким оборудованием. Хочу напомнить, что мы являемся официальными представителями Magic Motorsport в Латвии, и любой желающий, кто хочет расширить свою продуктовую линейку в сервисе, может присоединиться к нашей команде и стать счастливым обладателем прибора Flex. И у нас есть офигенный саппорт, всегда мы отвечаем на поддержку. Если кому-то И всегда отвечаем за свои Да, слова, да, это наш один из основных принципов и ценностей. Сейчас мы записываем наш файл, который предзакроет дроссель в эту машину. Более детально об этом процессе мы расскажем вам в следующем выпуске. Мы прокатились, сейчас мы будем делать замер. Глушак на самом деле у него находится не там, а вон там. Вот там вот. Причем на Мерсах я тоже видел такую штуку. Подключаем диагностику. Хочу обратить ваше внимание, что Renault наконец-то в нормальном месте начали размещать ОБД-фишку. То раньше это был конкретный квест. То в бардачке, то в подлокотнике, то в центральной консоли, то вообще непонятно где. Итак, смотрим еще коррекцию по цилиндрам. 4-й цилиндр мы меняли, да? 4-м У поменяли. него самая большая коррекция. Не приработалось. Но в целом работает ровненько. Итак, смотрим. Стабильно курс вверх. Потихонечку подходим к отметке, когда мы заменили форсунку. Смотри, немножко падает. Ненадолго. И снова стремительно пошли наверх. Короче, дорогие друзья, походу вообще никаких изменений. Спасибо, конечно, вам за рекомендацию и за то, что даете нам возможность выстраивать новый контент. О, смотри, подходим к 5-очке, по-моему, даже больше. О, 5, 5300. Короче, все, понятно, снимаемся. 5,5. Я считаю, что без изменений, потому что в рамках погрешности все это сейчас происходит. Итак, какие у нас выводы после керосина? Что ты вообще скажешь? После по этому керосина поводу? у нас не поменялось ровным счетом ничего. То есть, по сути, беспонтовое занятие. По сути, да, оно, наверное, практически не помогло. Может, какую-то малую часть. Я слышал такую теорию, что керосин помогает с коэффициентом дымности как раз. Что он немножко Дымность занижает. упадет, да. Мы работаем дальше. Какие наши дальнейшие действия? Дальнейшие действия будем программным способом занижать и заливать еще определенную вещь в бак. Короче, в следующем выпуске я предлагаю замерить коэффициент дымности, потому Да. что если сейчас на техосмотр заехать, и она не пройдет по твердым частицам, еще в этом году ребята мерят по старой системе. По старой системе с 2013 года коэффициент прохождения техосмотра составляет 0,5 и 5% у них погрешность. Потом мы найдем на нее оригинальный файл,
исходя из этого файла, мы сделаем изменения, отключим по-своему сажевый, по-своему чипанем и по-своему отключим заслонку на глушителе. Кстати, сейчас она открыта или закрыта? Сейчас она открыта. Она в открытом Заслонка положении. в открытом положении все время стоит. Окей. Ну все, погнали. Поехали. Работаем дальше. Да.